Итак, дорогие друзья, наконец-то я собрался записать ролик, долго откладывал. Виной этому некоторые внутренние сомнения, скорее всего. Это определенные эмоции, о которых мы всегда говорим, да, такие как тревожность. Тревожность негативных комментариев, какого-то негативного мнения и так далее. Когда мы это проживаем, мы позволяем себе быть неудобными, может быть смешными, может быть ошибочными и так далее. Ну, кому-то не нравится. Это прекрасное чувство, когда ты позволяешь людям не любить тебя, не уважать тебя, может быть, ненавидеть тебя и так далее. Также именно в этом состоянии ты позволяешь людям любить тебя, радоваться тобой и так далее. Я набросал сегодня легкий такой план. Сегодня я хотел бы сделать такой более обширный ролик, более объемный, в который бы я хотел включить какие-то свои моменты моего мировоззрения, рассказать что-то о себе, о своем видении. То есть первый пункт — это как раз я бы хотел уточнить и показать эту разницу видения природы, вот этого честного восприятия себя, своего здоровья, результатов, которые мы имеем, да, и как это проявляется вот в моем опыте, как это проявляется в практике, которую я делаю, какие это результаты приносит и какие. Кого-то это, возможно, станет ценным винтиком, да, вставить пазл, то есть в свою картинку, или правильно ее составить из тех, потому что огромное количество опыта у людей есть. Я это вижу, вот люди приезжают в путешествия, на приемы, просто вот в практике, да, в практике обучения. То есть уровень понимания какой-то есть, но настолько все это калейдоскопично разорвано и настолько не опирается на внутреннюю силу, да, то есть нет вот этой главной внутренней опоры, что результаты часто очень плачевные. Вот об этом поговорить. Затем вот как раз вытекающее из этого понятия внутреннего достоинства, когда мы уважаем вот свое естество, Бога внутри себя, да, вот это солнце внутри себя, огонь внутри себя. Свою собственную природу, свое тело, свою силу вот эту заложенную внутри. Не понижаем значимость этого и не понижаем достоинство этого. И про то, что работа с животом – это третий мой пункт, который я хотел бы сегодня рассказать. Это очень высокодуховная практика. То есть в размышлении о том, что из себя представляет практика, меня больше всего интересует результат. То есть я по результату людей определяю то знание, которое несет человек. То есть в связи с тем, что достаточно много, я знаю людей, которые там мне говорят, как за глаза смеются надо мной, над моими какими-то практиками, типа, это там примитивные какие-то штуки, да. Вот, зная результаты этих людей, мне бы хотелось рассказать, насколько это заблуждение о том, что это какая-то низкодуховная практика, примитивная, там что-то там с животом работать, ведь мы сразу же тут медитируем, сразу там корректируем, не знаю, реальность, там мы сражаемся за Вселенную на тонком плане там, и так далее. Ну, вот эту всю штуку я насмотрелся достаточно много, то есть и понимание у меня есть свое этого всего, об этом рассказать. И в конце я бы хотел еще добавить алгоритм, рассказать об неком алгоритме, с чего можно было бы начать человеку, который вот только-только столкнулся или имеет, или даже у него уже за плечами есть какой-то багаж практик, да, как ему но он результаты имеет, которые ему не нравятся, он хочет это изменить. То есть я знаю очень много разных случаев, да, когда у людей там
которые утверждают себе, в первую очередь, это вот мы возвращаемся, да, к ролику про честность, утверждают себе, что они управляют энергиями, управляют тонким планом, управляют всем, но лежат там, не могут пошевелиться с мигренями по несколько дней, им простреливает позвоночник, они не могут двигаться там тоже достаточно долго, идут к врачу, им делают пункции, там какие-то, в общем, ну, не могут справиться без помощи врачей и продолжают утверждать себе, в первую очередь, о том, что они тонким планом управляют. Чем больше власти, как тебе кажется, у тебя появляется в мире Голда, тем меньше власти у тебя остается в реальном мире. Управляют своими энергиями и так далее, не освоив базовые вещи, то есть не поняв их. И еще более смешно в этом контексте выглядит, когда эти люди как бы пренебрегают этой практикой, говорят, это какая-то там низкая практика. Ну, я опять отклонился, то есть я хочу рассказать еще в конце алгоритм, каким я вижу, какой я хочу дать подсказки какие-то, да, чтобы человек как мог бы плавно начать встраивать в свою жизнь какие-то элементы, то есть не бросаясь на все сразу, вот, а постепенно вводить это. Вот, начнем, то есть ролик будет такой достаточно длинный, кому он понравится, кому не понравится, мне честно не имеет значения, то есть для меня. То есть я не считаю, что я какой-то классный, потому что это нравится какому-то количеству людей. И я не считаю, что я какой-то неправильный, не такой, потому что это не нравится какому-то количеству людей. Мне глубоко без разницы, там, какое количество подписчиков у меня и так далее. На канале, там, на YouTube, в Telegram-канале. Это не имеет значения абсолютно. То есть я осознаю ценность знаний, ценность того, что я из себя представляю, и что представляют знания и опыт, который я имею, именно исходя из результатов, которые у меня есть. Поэтому мне нет смысла что-то кому-то доказывать или какие-то выпускать ролики, чтобы они были удобные, веселые, там, ну, веселые я сделаю, потому что мне это по кайфу, я хочу сделать такие ролики, вот, но в любом случае, то есть я отталкиваюсь от того, что интересно мне, как это интересно мне и что я хочу выразить я, вот, если это вам нравится, если это вам откликается, если это обогащает ваш опыт, прекрасно, я рад, если вам это не нравится, если вы пренебрегаете этим, ну, это ваше право. И вот мы, в принципе, уже постепенно как раз и перетекаем в видение, да, природы, здоровья и болезней. То есть, с одной стороны, кто-то именно с поверхностным видением мира, с отсутствием определенного глубокого житейского опыта может подумать, что это высокомерие, это эгоизм, это высокомерный подход и так далее. Но практик или опытный человек поймет, что на самом деле за этим достаточно большой внутренний опыт преобразований, понимание ценностей себя, ценностей энергии, которую мы наполняемся, чтобы дать ее уже дальше в мир. Вот, поэтому это очень важно. И несмотря на то, что со стороны может показаться, что где-то это гордыня, где-то это гордость, где-то это типа пафос даже, может быть, да, или тщеславие, кто что только не пишут, тщеславие, алчность, я уже, ну, смеюсь, что да, тщеславные, алчные, что поделать, как быть на самом деле. Внутри меня достаточно много и гораздо больше смирения во мне, смирения перед Богом, перед событием, перед ситуациями. То есть это я раскрываю видение природы, да, видение природы болезней в частности. То есть если у меня что-то болело в моей жизни, я никогда не думал, как бы мне чем бы натереть локоть, чтобы он прошел, как бы мне пойти бы к врачу, чтобы вот он мне выписал бы какую-нибудь таблетку, чтобы это прошло. Именно это видение привело меня вот к моему состоянию сейчас, да, когда я годами не знаю, что такое, ну, уже вот 7-8 лет, да, будет, уже 8 лет прошло. 9-й год, когда я там не болею, то есть у меня не болит голова, у меня не болит спина, не болит позвоночник, не болят ноги, не болят колени, да, хотя у меня там
в юности. Разрушенные колени были, разрушенная печень, разрушенные почки. Болела спина, болела в грудном отделе спина, болела голова периодически. Да? То есть все это было в моей юности. То есть сейчас мне 37 лет, я уже больше 7 лет, начиная с 30 лет, не испытываю таких проблем. То есть это результат. Об этом результате я, собственно, и рассказываю, что к этому результату приводит. Я уже не говорю про органы, да, состояние. Точнее, с этого все начинается. Но именно если рассматривать видение природы человека, то у меня некий непоколебимый взгляд на божественное устройство внутренней силы, да, что тело справится со всем. По этой причине, например, я учусь у тела. Я не думаю, что я это тело знаю вообще, как оно работает. Да я никогда об этом не узнаю. Поэтому я не лезу в историю витаминов, что надо точно такие витамины, так это работает. Если как раз гордыня говорит, что я все знаю, надо, витамины работают так, а это так, все покажет результат. Да? Мой результат, я говорю именно о своем опыте восприятия и о результатах, которые имею. То есть мое видение, например, непоколебимый взгляд на тело, что нет у тебя витаминов, будешь синтезировать. Да я специально, не то что не пойду покупать витамины, я еще буду специально какую-нибудь бедную пищу кушать до тех пор, пока мой организм не научится синтезировать витамины из того, что есть. Грубо говоря, из хлеба и воды. Для этого я вкладываю в него достаточно много энергии, то есть это примерно как воспитание ребенка, да, то есть можно ребенка завалить конфетами, завалить какими-то деньгами, завалить подарками, да, потом переживать, почему это он не слушается, неадекватный, ничего не умеет, не может справиться с простыми какими-то проблемами, да, в жизни. А можно уделять ему время и вкладывать в него ресурс, помогая самостоятельно решать какие-то вопросы в жизни, да. И через какое-то время, да, сначала вы можете показаться каким-то особенно в сравнении с родителями, которые всех балуют, своих детей, вы можете на их фоне выглядеть, что как это так, какой грубый родитель или какой злой родитель даже, да, недобрый. Но результат покажет, насколько ребенок будет самостоятелен, силен, здоровый, то есть он готов решать все свои задачи в жизни. Точно так же я отношусь к своему телу. То есть я не бегу за витаминками, если вдруг каких-то витаминок не хватает. Я не бегу его пичкать какими-то добавками, БАДами и прочее. То есть я не использую никакие вообще добавки, какие-то специальные витамины и прочее. Мое видение, что организм должен быть силен, то есть он должен расти, самостоятельно справляться с решениями жизненных задач. То есть тогда он сильный, тогда он подготовленный, тогда он готов. Даже на уровне психики моя нервная система готова к неожиданному, готова к тому, что не будет этого, да ничего не будет. То есть можно на голоде, можно без воды. Сейчас, то есть практика это без кислорода, да, то есть кислородное голодание, тренировки в маске, какие-то задержки дыхания, прочее. На износ какие-то работы с восстановлением, конечно. Но тема сегодняшнего видео, она не об этом, то есть это уже нюансы, которые я вижу в работе. И обратное видение – это когда люди думают, что они все понимают, все знают в организме. Это так же, как люди, которые думают, то есть, я к этому очень скептически отношусь, мне это смешит, понимаете, что люди не знают элементарно, что находится на соседней улице, что находится в соседнем городе, что находится на каких-то допустимых для нас расстояниях. И с такой уверенностью, прям на 100% разговаривают о том, что происходит на Марсе, что происходит на Солнце, какие там химические реакции, какие там температуры и прочее. Там то. Кроме такого внутреннего, смирения и согласия, ничего это не вызывает, да. Хорошо, если вам это важно, если вы считаете, что вы вправе об этом размышлять, что вы действительно можете быть уверены в этом. Это ваше право, ваши результаты в жизни тоже это покажут. С телом то же самое абсолютно. То есть на самом деле мы не знаем и никогда не узнаем всей этой божественной природы миллиардов процессов, которые происходят в нашем теле. Мы можем понимать только алгоритмы
и направлять его в ту или иную сторону. И то, что он соотносится, наш организм соотносится, наше тело, его работа, его гормональная система, работа нервной системы полностью соотносится с тем нашим внутренним состоянием, это уже доказанный, проверенный факт. То есть опытом сотен поколений, множество фактов, да, говорит о том, что все наше тело полностью соответствует нашему внутреннему состоянию. И я считаю, что в этом как раз и есть ключик к изменениям себя, к поиску себя, к познанию себя и к раскрытию вообще себя, своего потенциала. То есть мы через тело, это я постепенно соединяю, да, начало видения с насколько высокодуховной практикой является работа с животом. То есть это непосредственное вообще вот взаимодействие со всем вот этим космосом непознанным, потому что все, что есть вот в мире, оно все есть внутри нашего тела. То есть все, что вверху, то и внизу, все, что в большом, то и в малом, все, что в малом, то в большом. Поэтому работа с животом – это глубочайшее познание вообще Вселенной, Бога, самого себя, своего устройства и так далее. И это некий ключ, который соединяет наши вот различные проявления, различные, то есть то, что называется в традициях там тела, да, там казуальное, астральное, там и так далее. То есть тела именно с первоосновой. То есть здесь мы не просто так в таком теле. Поэтому люди, которые зачастую, это просто мое мнение основано на моем опыте, да, я могу ошибаться, мой опыт может быть недостоверным, или мои выводы из моего опыта могут быть не всегда адекватными, да, но мы люди, и мы имеем право ошибаться, поэтому это мои выводы, что люди зачастую, которые идут вот сразу же во всякие высокодуховные практики, не создав опору, не создав основу основ, то есть они просто бегут от проживания жизни. А задача, задумка такая, идея такая вот божественная, в том, чтобы мы прожили эту жизнь на полную, как подобает человеку, наполнив ее божественным смыслом. Это значит, что мы не убегаем в лес там сразу же, потому что я решил, я насмотрелся видео или начитался книжек и решил, что я сразу же там познал Бога и говорю одни и те же слова, которые услышал где-то там в видео на Ютубе или в книжках прочитал о том, что о бренном существовании мира, о теле, там, бренном, да, и так далее. Я сразу тут вот Бога познаю, а вы там где-то копошитесь. Этот человек просто убегает от реальности, от того, что он не готов на самом деле познать Бога здесь, в материальном мире. То есть, на мой взгляд, да, это вот высокодуховные практики, это нам показывает некая цивилизация, которая предыдущая, она видна в архитектуре, да, когда люди оттачивали мастерство зодчества, деревянного зодчества, работы с камнем, да, работы там вот с энергиями, с реальными. То есть то, что нам осталось реально наследие мира, да, вот эта потрясающая архитектура прошлого, из дерева выполненная, из камня. То есть и прекрасные монолиты, прекрасные статуи, прекрасные картины. Вот оно, проявление Бога на земле. То есть когда ты оттачиваешь свое мастерство, когда ты действительно делаешь что-то красивое, полноценно и глубоко. И работа с животом – это такая одна из частичек, да, которая первооснова, когда мы познаем и постигаем себя, когда мы воздействуем непосредственно на то, в чем мы оказались, внутри какого вот аватара, тела мы оказались прекрасного, божественного, сильного, достойного, способного справиться с любой задачей, с любой вирусом и так далее. Вот это отсылает нас ко второму моменту, да, это формирование достоинства, потому что болезнь, то, что вот люди падают в диагноз, в первую очередь оно видно, насколько человек теряет свое достоинство. Насколько он паника, насколько он унижает собственное тело, собственное здоровье, собственную значимость вообще в этом мире. Что, о, я ничтожный, я тут поломался, болезнь такая важная, такая значимая, только врачи меня могут спасти. То есть...
это вообще какое это жалкое зрелище. И жалость, которая от людей исходит, она только еще больше втаптывает это достоинство этого человека. И поэтому, когда люди приезжают ко мне, они видят мое безжалостное отношение, полное любви, на мой взгляд. Может быть, кто-то скажет, да, ну, о, какой он там тщеславный, да, как кто-то написал там смешное в комментариях. Ну, ваше право. Вот. Но моя задача, чтобы человек увидел собственное достоинство, он увидел, что он им пренебрег и вернул его себе. Я человек, я живу в прекрасном теле, мое тело совсем справится. Это я привел себя в это состояние. Это мое невежество. И я себя изменю, я себя трансформирую. Я научусь жить в согласии с самим собой, я научусь жить, соответствовать идее самого себя. То есть вот такой смысл. И это и возвращает наше достоинство. То есть мы понимаем, что если я это создал, я смогу это изменить. Если я изменю это, значит, я сумею исправить нарушение, которое создано моими когнитивными ошибками, моими конфликтами, моим несоответствием миру. То есть там, где я пытаюсь мир замкнуть в себе, да, какой, что он не подходит мне, я начинаю изменяться и начинаю понимать, что это я конфликтую с миром, а не мир со мной. И тело, оно лишь показывает этот процесс. То есть там, где мы конфликтуем со своей значимостью, там, с Богом, да, в первую очередь, с каким-то, допустим, семейные конфликты какие-то, возможно, с противоположным полом, да, там, с деньгами, с реализацией. То есть это я не позволяю этому течь, как должно быть. И вот это противоречие, оно создает во мне зажимы, нарушения, гормональные сдвиги, всплески, эмоциональные реакции, эмоциональный фон долгосрочный, который и переводит меня в хроническое состояние. И моя задача – это не вырезать что-то быстрее, да, и продолжить таким же быть невежественным, жалким и утратившим свое достоинство человеком, а вернуть свое достоинство, осознать, что я готов измениться, и я могу измениться. А для этого надо потрудиться. Потрудиться на телесном уровне, потрудиться на духовном уровне, потрудиться на эмоциональном, ментальном плане. Да? То есть для этого порой, зачастую нам и нужны учителя, проводники, зеркала, которые нам мир неизбежно будет показывать. Вот, для того, чтобы... То есть если я изначально нахожусь вот в этих взаимоотношениях в позиции «я и так все знаю», все, вы проиграли, то есть вы не вылезете из этой болезни. Задача человека с каким-то диагнозом или в какой-то ситуации, с которой ему не соответствует, то есть я все знаю, а вот у меня там отношения не строятся. Я все знаю, а что-то у меня денег нет в жизни. Я все знаю, а что-то там, не знаю, реализации у меня нет. Я вот все знаю, у меня отношения вообще дерьмовые какие-то, да, в жизни. Вот такой человек, он никогда не вылезет из вот этого внутреннего конфликта. Или там здоровье, опухоль какая-то, болезни, какие-то нарушения, там, или вот больная спина, больные там ноги, колени и прочее. Какие-то язвы, воспаления. Начинается все с того, что я смиряюсь, просто встаю на колени, внутренне встаю на колени перед Богом, перед миром, перед людьми, которые мне показывают, что я бьюсь как баран в стенку лбом, да. Встаю на колени и говорю: я идиот, я дурак дураком, вот я себя привел. Вот когда состояние дурака, оно открывает изменения, оно открывает возможности узнать, потому что я в этот момент говорю: я не знаю. Я не знаю, как быть здоровым, я не знаю, как строить нормальные отношения, не знаю, там, как воспитать ребенка. И тогда я открываюсь для знаний, я начинаю впитывать это от других людей, какой-то положительный опыт и так далее. То есть вот со здоровьем, с деньгами, с отношениями и так далее. И это тоже интересный парадокс, ведь правильно, да? То есть люди думают, что если я смиряюсь и встаю на колени, внутренне смиряя свое эго, это типа падает достоинство, якобы, да? То есть это вот иллюзия вот этого эго. На самом деле в этот момент у человека достоинство просто вырастает кратно внутри, то есть потому что просыпается дух, что наконец-то он
будет уже здесь вести тебя туда, куда нужно. Вот. И это тоже одно из как раз элементов моего видения природы, то есть вот этого уважения к своему телу, уважения к природе, уважения к событиям, которые происходят. Поэтому в моей жизни там не бывает, не было никаких вирусов, да, не было уж тем более каких-то поствирусных процессов, потому что это смешно, это не соответствует действительности, это соответствует иллюзии, да, это соответствует коллективной галлюцинации, но никак не реальности. То есть если вам хочется верить в эти иллюзии и галлюцинации, пожалуйста, вам, конечно, создали красивую иллюзию, но можно в ней пребывать, а можно выйти из нее, осознав, что на самом деле на вас ничто не может воздействовать, если вы в соответствии с внутренним миром живете. Если вы вкладываете силы, энергию, время и любовь в собственную жизнь, в собственное тело, вообще во внутренние изменения. И вот мы подходим как раз к теме, насколько работа с животом является высокодуховной практикой. Здесь, в принципе, на самом деле достаточно было бы просто обозначить результаты, да, которые я вижу. Я вижу людей, которые там по 20 лет там занимаются йогами, медитациями, и куча имеют проблем со здоровьем. То есть просто куча там от тех, которые требуют уже прямо оперативного вмешательства, идут они в больницы. То есть где вот эта честность, где вот это достоинство внутреннее? Вы говорите, вы внутренне верите в то, что вы понимаете или доверяете Богу там, и так далее, доверяете природе, доверяете внутренней силе. Более того, замахиваетесь на то, что управляете ей, и при этом бежите к врачам. Ну, то есть где? Это же очевидное противоречие, очевидная нечестность с самим собой в первую очередь. И я не замахиваюсь на вот такие высоты, да, постепенно моя задача идти на своем уровне. То есть нет смысла мне, это со временем я осознал, то есть мои практики были, я умирал несколько раз. Один раз неосознанно, один раз осознанно. То есть я знаю, что такое смерть. Без всяких психоделических веществ. То есть я не употребляю никакие айваски, никакие там камбо, никакие там какие-то галлюциногенные грибы и прочее, прочее. Ну, я побухал все время, ништяк. Поэтому что такое измененное состояние, я знаю, но то есть вот эти вещи, вот эти практики, вот эти медитации, которые я проходил, вот эти какие-то изменения, которые я достигал, они все были абсолютно трезвыми, то есть абсолютно, но проходили через достаточно такие жесткие практики, дисциплинированные, да, где-то самоограничения и так далее. Вот. И так как я такой опыт имею, я выходил на понимание вообще линий своей судьбы и жизни, я понял, что всему должно быть свое время, поэтому не гонитесь. Вот это будет такое мое наставление небольшое вот в этом кусочке, да, для особенно молодежи. Не гонитесь за вот этими модой на высокодуховные практики, проживите свою жизнь. Вот проживайте это то, что вот в видео я рассказывал, да, сейчас включаю постоянно в работу, в исцеление, да, это работа с эмоциями, работа с менталом. То есть она заключается не в том, чтобы подменять и говорить, все есть добро, все есть хорошо. Нет, скорее, я больше, то есть если мы сейчас сюда какой-нибудь ролик вставлю с моим любимым Тайлер Дерденом, да, я скорее вот такой персонаж. Среди животных... Нет, не поступай, как все эти ходячие мертвецы. Давай! Я все понял, отпусти! Нет, у тебя преждевременное просветление. То есть честно отнесись к своей боли. Да, это твоя обожженная рука. Вот. Честно взгляни на нее, не бойся ее, не убегай от нее. Честно взгляни, что ты злишься. Не надо вот этой истории. Все есть любовь, там все. Если ты пройдешь этот путь, смотреть во тьму, сейчас все хотят света, да, а ты постарайся не испугаться и сам стань светом, да, и посмотри во тьму. Не бойся этой тьмы. Не бойся того, что ты злишься. Не бойся своих бешеных желаний и страстей. Не бойся, что у тебя там, я не знаю, какие-нибудь желания там из порнофильмов, которые ты посмотрел когда-то. Не бойся, что ты там сейчас наполнен злостью, ненавистью, страстью, страхом, тревогой.
все здесь такие. Пойми это. И вот эти все ребята, которые себя рисуют, какие мы там полубожественные создания, просто богами просто там и так далее. Поверь мне, там куча разных извращений, подавленных эмоций, подавленных желаний, а возможно, которые выстреливают вообще в очень жуткие вещи. Кстати, как недавно, да, какой-то там скандал очередной бегал. Так вот, чтобы такого не достигало, будь честным, признавайся себе, что я злюсь, во мне есть эта злость, и она живет во мне есть этот страх, во мне есть эти тревоги. Это вот касательно, мы разберемся в других роликах. У меня уже один есть ролик про эмоции, да, я еще выпущу обязательно про эмоции ролик, но я настоятельно рекомендую просто маэстро этой темы, это Антон Махновский, просто вот рекомендую отсматривать его видео по эмоциональному контролю, по манипуляциям и так далее. Так вот, будь честным, проживай это, проживай на полную. Вот в этом и есть. То есть нас убеждают, нас пытаются вот эту в ложный путь увести, замены, подмены и создание ширмы вот этой вот всей. Мы там все, нет, во мне ничего такого нет. Это никогда не приведет тебя к Богу, никогда не приведет тебя к духовному росту. Именно вот этот парадокс, что ты когда вот в это окунешься, в свою тьму, ты без страха, ты представь, насколько ты должен стать светлым внутри, чтобы не бояться тьмы вообще. То есть смотреть просто во тьму. Так во мне же просто злость, ненависть, так я же вообще убить хочу в этот момент человека, да, или я в этот момент, вот у меня какие там идут вообще страхи же дикие, да, какие во мне тревоги копошатся, кишат, сколько во мне горя, печали, сколько во мне разного всего живет, и я открываю, сколько во мне радости, сколько во мне любви и так далее, и все это раскроется, и ты станешь свободным. Вот это и есть духовный рост. То есть не вот туда, когда ты идешь, а вот туда, когда ты идешь. Вот этот символ, как раз два треугольника, вверх и вниз, они древнейший символ, да, не к Израилю на самом деле очень-очень опосредованное отношение имеющий. Это на самом деле движение, принцип вообще жизни и принцип мужского и женского, да, когда мы уравновешиваем друг друга. И то, что кажется одним, может на деле оказаться совсем другим. Поэтому не бояться вот этого, не бояться, и в том числе не бояться конфликтов, не бояться конфликтов в теле, да, опухоль, это какой-то диагноз, не испугайся этого, пойми, что во мне привело к этому, пойми и пойди в этот бесстрашный путь, разбираться в себе, вычерпывать, начать из себя вот эту всю злобу, инфантильность, да, вот застрявшего вот этого ребенка обиженного, который хочет, чтобы все по-моему было, все должно быть, как я хочу, да, и так далее. Это все уже рост из инфантильности, стать взрослым человеком. И вот увидеть, где я в этом конфликте живу, может быть, десятилетия. Представьте, какая трагедия. И если вы идете и вырезаете это, вы не решаете этот конфликт, вы не выполняете задачу, поставленную для своей души, вы не меняетесь фундаментально. И вот это гораздо более трагично, чем смерть. Люди боятся смерти, бегут от этой смерти. Пожалуйста, отпусти! Сначала ты должен смириться. Ты должен признать, без страха, признать, что ты когда-нибудь умрешь. Я умирал, я принимал эту смерть сознательно возвращался обратно, без страха, без тревог, то есть потому что я понимаю, что мой путь необходимо пройти, необходимо дать что-то людям, необходимо взять что-то еще в этом мире сознательно и так далее. Смерть – это прекрасная составляющая жизни, это такое же торжество, как и рождение. И когда ты перестаешь бежать от этой смерти, ты начинаешь жить. И вот в этом страхе смерти это как раз эгоистичное такое завышенное ощущение себя, какой я важный, вообще без меня мир рухнет. И вот снизить эту значимость, убрать эту значимость, это и есть вот по сути исцелиться, то есть перестать воспринимать, насколько я значим. Значит, и моя смерть не такая уж значимая, ничего страшного не произойдет, если умру. Фундаментально ничего не изменится. И это очень важно осознавать, очень важно.
Тогда ваше отношение вот к болезням, там, оно изменится, вы будете спокойно, более хладнокровно совершать свои внутренние действия, внутреннюю работу, без страха, что вдруг я умру. Хорошо, такое может случиться. Не сейчас, так потом. На что это повлияет? Стал ли ты лучше жить с этим знанием? Или ты, наоборот, еще больше усугубляешь, уходишь вообще в неадекватную жизнь, да, в страхе, там, какие-то побеги по врачам, там, анализам и помирания на каких-то койках в загнивающих каких-то местах и так далее. Это все вот про видение природы, здоровья, болезней, про достоинство, которое необходимо вернуть, и про то, что работа с животом все-таки это именно очень высоко духовная практика. Она проявлена вот в моих результатах, которые я вижу. Я понимаю, что я внутренне свободен, она открывает мне понимание причин не только телесного уровня, но и вплоть до темы рода, темы связи с Богом и так далее. То есть все зависит от того, насколько вы глубоко понимаете то, что вы делаете. Если вы не пытаетесь даже в этом разобраться, конечно, оно не откроется. Вам даже близко такое знание не откроется. Почему я смеюсь и не позволяю никому называть то, что я делаю, массажем живота? Потому что это не массаж живота, это глубокое взаимодействие с самим собой. Это, по сути, хирургия. Потому что хирург переводится как хира, да? Хира – рука с греческого. Или с латыни, или с греческого, я уже не помню, да, конкретно это не так важно. То есть хирург, то есть это вот я занимаюсь чистой хирургией. То есть это работа руками, это воздействие руками на тело, на организм с целью его изменения, восстановления, регенерации, укрепления и так далее. И это чистейшая хирургия. Вообще, возможно, в ее в истотном вообще значении и смысле, которым она могла бы и должна бы быть, по идее. И самое важное, что мы, каждый, являемся хирургами для самого себя. И это пульт управления, это связь. Мы заходим просто в собственное тело без страха. Мы что хотим делаем? Вот представьте, что это манекен. Вот, я вот настолько легко воспринимаю собственное тело. Вот он стоит, да? Абсолютно нет никакого страха нажать в позвоночник, взять вот так аорту, да, ткнуть в нее ножом, что-то поковыряться. То есть это уже результат вот этого работы. И если вы считаете, что это не высокодуховная практика, это ваше право. Но, скорее всего, вы никогда не обретете вот этот мощный фундамент, на котором уже будут выстраиваться понимание своих эмоций, управление своими эмоциями. Это вот сердечно, да? Это же основа основ, живот. Здесь все, здесь трансформатор конкретный происходит. Дальше это понимание своих эмоций, управление своими эмоциями, знание своих эмоций, как они мне помогают, как я могу ими управлять и как я ими могу достигать своих целей, а не просто бежать или подменять их, что нет, я не злюсь, во мне не бывает злости. То же самое с головой, то есть когда мы осваиваем уже на этом. Но если у нас вот здесь шаткий фундамент, у нас перевернутая пирамидка, да, и мы вот здесь там все, там куча всего, у нас уже медитации, там трансформации, а шаткая конструкция падает каждый раз, там чуть-чуть подуло и упало, все, в больницу увезли, да, и так далее. И уж дальше, я не говорю, тонкие связи идут более высокого порядка. И чем крепче ваш фундамент, тем будет сильнее эта связь. И если вы не выстроили здесь фундамент, но никакой опорности, ни о какой четкой связи, речи быть не может. Вас будет разматывать, вас будет шатать, вы будете разваливаться, вы будете... то есть я просто это вижу практику. Не то, чтобы я прогнозирую что-то, просто я вижу эти результаты, когда люди высочайшую практику порядка делают, а тело болеет. Тело, то есть не могут управлять этим процессом. Поэтому не спешите, вот я то, что начал, да, говорить, особенно про молодежь, которая сейчас падка на вот эти все практики. Не спешите в эту сторону. Поживите здесь, да, вот оно тело, мне нужно осознать его для начала, мне нужно с этим разобраться планом. Потом все придет. Придет время, когда возможно придет, возможно не придет, когда вы реально будете жить где-то в лесу, вам не нужно будет еды или почти не нужно будет еды, вы будете просто уже на другом плане. Но для этого надо дойти, для этого надо вот этот весь путь пройти. И все, кто вот эти практики высокие давали, великие мастера. То есть я ни в коем случае не умаляю именно практиков, реальный опыт.
и к чему они приходили, там, в том числе Будда, да, и другие там практики, там, Серафим Саровский и так далее, там, и святые и прочее, то есть все, любых религий, любых, они не имеют значения, какая религия, как называется. Люди приходили к одному и тому же, и они какие-то рассказывали вот эти вещи, но чтобы к ним прийти, надо вот этот путь пройти, нельзя просто вот так взять, скакнуть и решить и начать делать все, что он там делает. Но нельзя, это будет просто разрушительно, это не своевременно, это не целесообразно. Ты сначала проживи здесь, проживи вот эти проблемы. Ну, кстати, классный фильм про это, посмотрите, рекомендую. Весна, лето, осень, зима и опять весна, он как раз именно об этом. Все начинается там, чтобы прийти к высокому духовному уровню, он там убил женщину из-за страсти, да, то есть из-за ревности и так далее. Ну, это, конечно, не то, что этого нужно, но нужно прожить многое, чтобы почувствовать, понимать свою опору, силу внутри обрести, значимость того, что такое доброта, что такое любовь, осознать. То есть я достаточно интересный опыт прожил, я где-то частично рассказывал, где-то, конечно, не рассказывал, в том числе, то есть я разную жесть видел, там, как людей топором бьют по спине, как коленки ломают собственному племяннику, да, наркоману, как там избивают людей, сам избивал людей, меня били там и так далее. То есть многое я видел в практике жизни. Чтобы построить свои сейчас великолепные отношения, которые у меня сейчас есть, я пережил такую внутреннюю боль и страдания. И пережил не просто вот заглушив их, убежав от них, а пережив, то есть внутрь пойдя. Своей болью ты его защищаешь. Пойми причины своей боли. И ты победишь в этой игре. Осознав, а где я, а кто я, а что я вообще такое, да, что я делаю, что я требовал, как ребенок в этих отношениях. Почему так больно-то? Да потому что ты эгоист, маленький мальчик, инфантильный. Говорит, дайте мне, дайте, я хочу, я хочу, я хочу. Изменив ситуацию с тем, кто контролирует тебя, ты сможешь изменить ситуацию тем, что контролируешь ее сам. И так далее. Чтобы получить здоровые отношения, здоровое тело, нужно вырасти, нужно стать взрослым, нужно по-взрослому относиться к своему телу, да. Без всякого вот этого уже. А как-нибудь там само пройдет. Это не взрослые отношения. Так, подождите, что у меня здесь, да? Сейчас разберемся. Вот это взрослые отношения. В том числе к своему телу и к своей жизни. И вот, думаю, что в целом я примерно выразил как раз достаточно мягко, достаточно гармонично. Если вдруг кто-то почувствовал себя униженным или как-то там зацепленным, да, просто попробуйте разобраться внутри, то есть что именно, от чего больно, да, с этим пожить. Но в любом случае я никаким образом никогда не стремлюсь, чтобы унизить опыт других людей. Опыт, он вообще не имеет никакой цены. Опыт каждого человека важен. Важно еще и то, какие мы из этого делаем выводы. И насколько мы соотносим их с результатами, которые мы имеем. Поэтому очень важно опираться на этот опыт. Любой опыт ценен и важен. Любой. Это очень важно. Поэтому в процессе взаимодействия, когда мы вот взаимодействуем в Ютубе, да, в Телеграме, в каком-то общем поле, для меня очень важно, когда мы можем рассказать свой опыт. То есть все, что я делаю, я рассказываю свой опыт, как я вижу, как я интерпретирую, какие я получаю результаты, как я работаю, как я это вижу, что из этого получается. Да? И задача, не задача, а возможность другого человека этот опыт проанализировать по-своему, со своей точки зрения, увидеть, да, и, возможно, встроить что-то в свою жизнь. И рассказывая или взаимодействуя со мной, любой человек может также спокойно рассказывать о своем опыте, не обесценивая опыт другого, не обесценивая опыт мой, да, то есть я на сегодняшний день просто не позволю это делать. Это не будет безнаказанно, так сказать. Но при этом каждый волен рассказать о своем опыте. И вот это ценное тогда взаимодействие. Мы тогда не пытаемся принизить друг друга и вбивая до вот этого низшего уровня. Мы обогащаем себя. О, вот этого классно, вот это, а вот этого вот это. И мы все начинаем расти.
И я очень хочу и желаю, чтобы наше взаимодействие выстраивалось именно по такому вот плану. Если у меня есть те результаты, которые есть, а они достаточно ценные, то есть они очень ценные во многом, потому что иметь такое здоровье, иметь крепкое понимание, иметь крепкие опоры – это гораздо больше и ценнее, чем там миллиардные состояния и так далее. Так вот, теперь в конце мне бы хотелось, я быстренько из головы набросаю, буду также рассказывать, я все рассказываю из головы, здесь просто пункты обозначены. Какие бы алгоритмы, да, дать алгоритмы работы для начинающих, для тех, кто вот осознал, что надо что-то менять и что-то делать. Понятно, что я, имея достаточно большой опыт и уже внутренние достаточно серьезные преобразования, легко делаю любую практику. То есть для меня нет никакого труда зайти в какую-нибудь жесткую, там, не знаю, вот тут же правило, да, пожалуйста, хоть на максимум меня растягивай, хоть рви на части, да, то есть я себя комфортно ощущаю психологически, мне не страшно, меня не вызывает это какой-то паники, я могу любые нагрузки, я могу просто яд выпить, я могу любую, там, не знаю, вот тиф, холеру мне налейте, вот стаканчик я выпью, и я не буду бояться от того, что я заболею или умру и так далее. Поэтому мне не страшно там пойти прочистить кишечный душ, сделать там хоть 20 литров, да, пролить через кишку, пойти там касторки выпить, пойти антипаразитарку хоть каждый день пить. Там я пил просто керосин, вот так с горла я попиваю, просто вот так попил, все, закрутил горлышко, как с фляжки. Керосин. Потом деготь, я потом уже одно время, ну, прям сильно отравился, правда, после этого. В ложку наливал, ложкой пил каждый день. Вот, на этом пути. То есть сейчас я очень мягко к этому отношусь, у меня уже нет таких потребностей, чтобы там жестко как бы надо чиститься, антипаразитарки какие-то делать. Я, опять же, не тот человек, который будет вам рассказывать, что надо обязательно пить теплую воду по утрам, там, и так далее, и тому подобное. Или там вода должна быть таких-то градусов, надо обязательно пить столько-то литров воды, еда должна быть вот только такая. Нет, это не про меня история. Я могу вообще не пить, я могу пить ледяную воду, я могу пить грязную воду и так далее. Я рассказываю это для того, чтобы было понимание, что вот в первую очередь нужно осознать свои ресурсы, которые у вас сейчас есть, то состояние, в котором вы реально сейчас находитесь, и ту цель, которую вы хотите получить. Вот если мы говорим про взаимодействие со мной, то даже не пытайтесь обращаться ко мне с какой-нибудь жалкой, ничтожной целью, чтобы прошло что-то конкретное. Мне плевать на это. Моя цель – это быть здоровым, целостным человеком, целостной личностью, изменяться, реально научиться быть трезво и честно смотреть в свои эмоции, уметь управлять своими эмоциями, мыслями, телом и так далее. Вот эта цель по мне. Мне она нравится. Все, что типа вот у меня болит спина, я хочу, чтобы не болела спина, это не ко мне. Пожалуйста, идите куда хотите. Ну, выбор достаточно большой. Это про достоинство личности, да. Вот. Если ваша цель, я хочу вектор взять в сторону лучшей версии себя. Я хочу быть здоровым, причем полностью. Никаких вообще отговорок, никаких полуцелей. Типа, чтобы чуть-чуть лучше у меня аллергия стала. Никаких вообще таких вот полуцелей. Это тоже не про меня. Цель, если у меня на сегодняшний день есть аллергия, у меня не должно быть никакой аллергии. Ни на что вообще. Вот это здоровая история. Здоровая цель. Тем более я хочу полностью быть здоровым. Я хочу быть полностью управлять своим здоровьем. Вот это хорошо. И вот когда вы взяли вот этот вектор, вы его держите и понимаете, что вот сейчас я такой, какой есть, и то, что я примерно нацелил себе, оно пусть будет через 10 лет. То есть не через неделю, не через месяц и даже не через год. 10 лет. Все. 10 лет вы взяли срок, или 5 лет хотя бы, но не меньше. Вы сразу же вырвались за пределы своего срединного мозга, животного мозга, который анализирует и для выживания, да, который сиюминутные вопросы решает. То есть, если вы решили через неделю там стать таким, да, вам мозг не позволит. Ты что, дурак, скажет? Мы что должны с тобой сейчас в лепешку расшибиться и перестать делать все, что мы делаем, все, что мы привыкли делать за раз?
Ну, конечно, нет, я тебе не позволю. Чуть-чуть позволю поделать вот так для проформы, да, ну, месяцочек, например, да, и человек бросает. Нет, если вы хотите в полноценных изменений, срок ваш должен быть достаточно длинный. Вот, и постепенно первое, что начинаем с тела, то есть начинаете просто каждый день, вот куча инструкций, да, вот у меня сейчас уже 2 инструкции по работе с животом, подробнейшим образом расписано, как работать со своим животом, подробнейшим образом. Начинаете работать со своим животом, это первооснова, то есть у вас начинает накапливаться опыт понимания взаимодействия с своим телом. Старайтесь вслушиваться, старайтесь внимательно ощущать эту боль, не бояться ее, не уходить. Это ваше тело, это ваши сигналы. Боль – это просто сигнал, запомните это. Это просто сигнал. Ваш мозг сейчас интерпретирует, что он настолько сильный, например. Ну, значит, там какая-то реактивность достаточно высокая. Это ненормально для здорового тела. То есть здоровое тело – это вот когда мы нажмем хоть позвоночник, хоть в почку, хоть в артерию, никакой боли, никаких там страха тем более и так далее. К этому вы придете года через 2-3, я думаю, 100% придете, если вы будете систематично этим заниматься. Пусть будут перерывы, пусть будут какие-то откаты, ничего страшного. То есть, когда у вас длительный срок, вы можете себе это позволить. Ну, конечно, не так, что откат у вас, вы год ничем не занимаетесь, себя разрушаете, потом недельку позанимались, да. Вот если вы год чем-то занимаетесь, потом недельку вы дали себе какое-то расслабление, тогда вообще никаких проблем. Ну, это уже нюансы. Так вот, работа с животом – первооснова. При этом на начальном этапе вы можете не бросать, не пытаться насильно влазить в свое питание, да, то есть пытаться резко от чего-то отказываться, что-то изменять и так далее. Я вначале сделаю ссылку на то, что это не касается уже людей с серьезными диагнозами. С вас как бы спрос уже десятерной. То есть люди, которые уже довели себя в тяжелые диагнозы, это вот история не про вас. То есть вам никто уже никакой отсрочки не даст. Тем более, если вы уже на грани смерти. Потому что ко мне приезжают люди в очень тяжелых состояниях, на грани смерти. И там нельзя вот это «я хочу то, я хочу сё, а я тут чувствую, что вот надо питаться вот так». Берешь и делаешь все жестко по схеме. А вот когда человек еще не довел себя до этих диагнозов, он уже имеет право плавно выходить в более лучшее свое состояние. Вот. Поэтому мы не спешим никуда. Питание не обязательно, допустим, первый месяц там, трогать, даже пару месяцев. Единственное, что постарайтесь именно следить за временем, по которому вы кушаете. То есть кушайте для начала так же, как вы кушали, но следите за тем, чтобы не кушать после 6 часов, стараться вечером. И утром не спешить завтракать первым делом. То есть завтрак должен быть чуть-чуть попозже, пусть это будет 9-10 часов. Ужин в идеале это 4-5, вот так, допустим, да, может быть в 6 часов. Но опять же, если вы ужинаете, допустим, до 7 часов, тоже ничего страшного. Вот дальше 8, 9, 10 часов вы, пожалуйста, можете есть хоть ночью, но вы никогда не будете здоровым. То есть, ну вот такой закон. Но опять же, я не очень люблю такие жесткие конструкции, но по факту вот, опыт моей жизни показывает, что здоровых людей я таких не видел. То есть здоровый человек, он может позволить себе дать своему организму время без еды достаточно длинное. И вечером он его не нагружает. То есть он должен... Это опять же про достоинство и уважение к своему телу. То есть я даю своему телу право и возможность быть без еды и заниматься регенерацией, восстановлением, анализом внутреннего состояния и так далее. Это происходит только, когда мы не кушаем. Когда мы покушали, вся там гормональная система, кровеносная система, минимум 50% да, крови, все уходит. Тонкий кишечник, толстый кишечник, селезенка, желудок и так далее. Все, надо заниматься пищеварением. Там, не до высоких материй, не до регенерации. Тем более проблема у тех, кто там ест каждые 2 часа. Ну, это уже даже не хочу это обсуждать. Ну, это просто вообще неуважение к собственному телу. То есть это вот постоянно... То есть он постоянно пашет. И поджелудочная просто у нее нет отдыха вообще. О каком может быть здоровье речь? То есть вы же себе даете отдохнуть, а поджелудочной нет. Жалко. Ну, жалко слово неподходящее, да? Сочувствие. Можно посочувствовать страданиям, которые она испытывает. Так вот, первый пункт. Работа с животом. Второй пункт. Не кушать после 6. Достаточно важный.
Дальше смотрите по своим изменениям и по своим ресурсам. Опять же, все, что я буду дальше перечислять, если человек готов, можете сразу это включать. Это будет очень позитивно влиять на вас. Но если вы не готовы, ничего страшного. Не бойтесь того, что вам сейчас вы не можете срочно включить антипаразитарку, вам плохо, вас тошнит, вам просто как-то психологически вы и так достаточно пониженном, скажем так, ресурсе, да, еще заставлять себя. Это не всегда на это есть ресурс. А вам надо сохранять ресурс нервной системы. Это самое важное. Если вы будете себя мучить, вы понизите свой ресурс нервной системы, у вас пойдет просадка, депрессия, вы просто все бросите и ни к чему не придете. Поэтому вы должны следить за уровнем своей нервной системы, своего нервного состояния. Поэтому этот уровень мы будем постепенно наращивать. И работа с животом – это один из пунктов, который увеличивает ваш ресурс вашей нервной системы. То есть чем больше, чем выше ваш ресурс нервной системы, тем больше вы можете позволить себе что-то сделать. Ресурс нервной системы, то есть наша задача повышать. Работа с животом – это основа. То есть работа с животом, не кушать после 6. Затем достаточно обязательное явление – это включить в свое питание, в свою жизнь некие горечи. Да? Горечи, которые будут помогать нам снижать патогенное влияние патогена различного в нашем организме и помогать иммунной системе правильно регулировать все процессы. То есть это различные антипаразитарные травки, сборы, какие-то горькие. Сейчас огромный выбор, да, попробуйте просто для себя подобрать несколько вариантов, попробуйте сериями попить одно, сделать перерыв, попить другое, сделать перерыв. То есть самые мощные, кому прям надо, очень мощные преобразования, у кого уже чувствуете, есть отравление, есть какие-то прям патогены внутри, тогда ваш путь это керосиновые настойки, да, типа тадикампа и прочее, то есть на черного ореха, там, зеленого грецкого ореха настойки на керосине. Либо это березовый деготь. То есть это такие самые мощные антипаразитарные средства, мощные такие яды, мощные горечи, которые позволят, они все применяют. То есть я сейчас просто их обозначаю. То есть каждому нужно разбираться, в какой пропорции, когда это применяется. В основном это либо 2 раза в день, утром, вечером, либо 3 раза в день, да, либо это перед едой натощак, перед сном. Деготь там перед сном пьется, там керосин пьется, там тоже несколько раз в день и так далее. Вот. Эти моменты включаем. Затем это можно было бы постараться сделать сначала, но если, еще раз говорю, если у вас вначале не получается, не корите себя за это, не говорите, что все, раз я этого не могу, значит ничего не берусь. Занимайтесь животом, старайтесь не кушать после 6 и постарайтесь убрать из своей жизни сахар. Булочки, сахар, какие-то там всякие эклерчики, пирожные, шоколадки. Не обязательно, опять же, в зависимости от состояния человека, да, еще раз говорю, если у человека серьезный диагноз, вот эта вся мягкость, которая сейчас, и гармония, плавность, о которой я сейчас говорю, это не про вас. Вы уже просрали время, вы уже просрали эти возможности, и это не про вас. Вас уже в ежовые рукавицы брать и делать, чтобы вылезти из ямы, в которую вы себя засунули. Онкология, диабет, рассеянный склероз, цирроз и так далее. У вас нет права на ошибку, у вас нет права мямлить и там, я там не могу, я не хочу, это вообще уже не ваше дело. И чтобы вам помочь, вам должны помочь все близкие ваши, все друзья, должны вот эту энергию собрать и вложить в этого человека. Потому что надо тянуть его, либо смириться с его смертью, что тоже нормально. То есть либо вы принимаете, что я сдохну, и это нормально, либо берете себя в руки, поднимаете свой уровень достоинства, и прям как жесткие тренировки, у вас все четко должно быть. Никакой еды после 6, да, там после 5 желательно. Антипаразитарка четко каждый день. Работа с животом по несколько раз в день. Закаливание, дыхательные практики и так далее. Но вернемся к более
более-менее здоровым людям. То есть постепенно включаете со временем вы почувствуете, как поменяется ваше восприятие, как вам легко станет употреблять горечи, как легко станет... Особенно вот старайтесь на это направлять свое внимание, что это польза, что это классно, что это здорово, что я со своим телом даю ему какие-то полезные вещи. Не балуйте свой ум, не то, что там вам ум управляет. Чаще всего-то проблема-то в чем? В болезни откуда? Что ум управляет. Это плохо, это мне не нравится, это не нравится. Да пошел ты в задницу. Нравится тебе, не нравится. Не ты управляешь здесь, я управляю. И вот такое должно быть взаимодействие со своим умом. Не надо ему давать полные бразды правления, как и никому из внутренних там царей, да? Ни животному телу не давать бразды, ни сердцу, ни чувствам, эмоциям, ни этим мыслям. То есть вы должны надструктурное управление быть. Тот, кто может управлять всем этим. А для этого, конечно, надо попрактиковать и надо относиться соответствующим образом. Не бегать на поводу у живота, не бегать на поводу у эмоций, не бегать на поводу у мыслей и так далее. Это такое отступление. Так вот, что мы имеем? Значит, висцеральная работа, не кушать после 6, антипаразитарочка. Постепенно отказываемся от булочек, от сладостей, от всяких всякую вот этот рис белый, макароны, вот это все бессмысленная еда, это все вот не про здоровье. То есть, если чем вы меньше этого будете в вашей жизни, тем вы будете здоровее. Несомненно, добавить с первого же дня можно это зелени как можно больше. Больше именно вот хороших, твердых пищевых волокон. Да? Это твердые овощи, там, свекла, морковка, масла побольше жиров. Да? Большинство из вас очень уже нарушены, потому что вы не чувствуете, не понимаете, не взаимодействуете с собой. Нарушена работа 12-перстной кишки, нарушена работа желчных пузыря, нарушена работа желчевыводящего протоков, сфинктера, там, поджелудочной железы. Поэтому добавление масел, жиров и такой пищи различной, оно должно быть тоже постепенно в соответствии с тем, как вы работаете с животом, насколько вы эффективно это делаете. Если вы это делаете эффективно, хотя бы 1 месяц, вы уже можете добавить значительно большее количество жиров в свою жизнь, чем до этого вы могли себе позволить. То есть я могу пачку масла съесть спокойно, сало сюда же добавить, урбеч, там, любое количество масел залить вообще, и я не буду испытывать ни малейшего тошноты, ни малейшей тяжести внутри. Потому что мой организм спокойно это преобразует, справится. А жиры – это чуть ли не важнейшее топливо для нашей вообще и нервной системы. Это и строительный материал, и топливо, и для митохондрий в том числе, и так далее. Вот, то есть, на глюкозе митохондрии живут только детские. Вот, чаще всего у нас дети до самой старости, поэтому это такая история. Так вот, и вот я хочу самую главную мысль донести, что если вы какой-то пункт сейчас не готовы встроить в свою жизнь, не переживайте. Постепенно вы сами к этому придете, постепенно будет ваше меняться питание, вы будете по-другому смотреть, у вас будет все чище и чище сознание, вы будете лучше воспринимать себя, вы лучше будете чувствовать свое тело. То есть, занимаясь каждый день животом, несколько месяцев хотя бы, уже до полугода, уже начинает складываться первое такое понимание. За полгода уже первое понимание своего тела прям хорошо выстраивается. Будет очень много всего интересного вылазить внутри. Неожиданного. Сначала было не больно, потом стало больно. Или сначала было больно, потом не больно, потом опять где-то больно. Это все будет меняться, трансформироваться, потому что там будут целые процессы регенерации идти. То есть будет восстанавливаться, меняться иннервация, нервные сигналы, проводимость и так далее. Все это будет со временем меняться, укрепляться, восстанавливаться и так далее. Ничего не бойтесь, продолжайте. Глубже идти, глубже с каждым разом. То есть с каждым месяцем вы должны постепенно все глубже копать до самых позвонков, до самых глубины. Вот. Тему живота я сейчас не буду рассказывать. Я все-таки рассказываю это во многих этих других видео, да, в частности, в инструкции по работе с животом и так далее. То есть это уже нюансы конкретные. Но вот работа с животом, она первооснова. Она вас поведет буквально все выше и выше. Вот. И базу мы его представили. То есть работа с животом, не есть после 6, пауза в питании, да, не упиваться водой, пейте, то есть сколько вам нужно, регулируйте по цвету мочи. Он не должен быть темным сильно, хотя когда вы начнете работать с животом, особенно с почками, могут прям вплоть до бурой выходить, то есть там будет чиститься почки,
У меня много таких было случаев, когда люди после глубокой работы с животом несколько дней люди прям чуть ли не кровью писали, то есть выходили эритроциты, выходили, то есть всех застои из почек и так далее. Это нормальная история, то есть не переживайте. Но она не должна быть сильно темной, не должна быть просто белой, да, водой писать. Это вы просто расходуете ресурс своих почек. То есть должна быть некий баланс. То есть вы должны... потух свет уже. Ну, ладно. Добьем до конца. Вот. Значит, висцералка, питание, время питания, антипаразитарка, чистка кишечника обязательно. Постепенно к ней нужно прийти. Систематично. Самый сейчас лучший вариант, который я в своей жизни увидел, это кишечный душ. Он гораздо мягче, чем клизма. Это 15-20 литров, то есть непрерывного промывания, пролива именно прямого отдела кишечника из сигмовидной кишки, без нагрузки, без напряжения. Делается очень легко, комфортно, приятно. Здесь не буду сейчас рассказывать про это, но хороший вариант. Либо это клизма, либо это микроклизмы, какие-то касторовое масло. То есть я рекомендую не пить касторовое масло большими вот этими объемами. Это просто приведет к тому, кто вам не захочется вообще с ней ее пить. Пейте по ложечке, допустим, каждый вечер. По ложечке столовой, просто по ложечке столовой выпиваете касторочки, там на нее лимончика капнули, выпили. Лимоном так вот помазали губы, да, чтобы или апельсинчиком, или лимончиком, ну лучше лимоном или грейпфрутом, вот, чтобы вот этот привкус у вас останется приятный на губах. И вы спокойно ляжете спать. Вот, и будет идти мягко, накопительный эффект. У вас не будет вот этого, сразу там ночью встали, у вас там полощет, вы думаете, потом не выспавшись, уставший, у вас какие-то там еще какие-то неприятные ощущения и так далее. Вам зачем это? Вам надо регулировать, накапливать ресурс нервной системы. Вот, это касательно телесной истории. В целом достаточная база, даже если вы будете работать только с одним животом, но будете делать это качественно, плотно, полноценно, а не делать вид. Это провидение, да? Вы думаете, что если вы посмотрели видеоинструкцию, вы делаете так же, как я? Я думаю, что нет. Скорее всего, то есть часто люди не дорабатывают, просто не за неимением опыта или понимания глубины, но нужно серьезно подходить к этому вопросу. Это нет смысла вот это тут что-то пошатывать, пока немножко подергали, что-то там покачали. Это все Филькина грамота, то есть серьезные нарушения так не исправляются. Серьезные, глубокие, хронические вещи достаются на той глубине, на которой они находятся, они очень глубоко. И многие из них скрыты поверхностными многими всякими процессами, наслоениями, которые скопились за нашей жизни. И чтобы до них докопаться, порой требуется не один год. Вот. Так вот, даже если вы будете полноценно работать животом, но будете косячить в питании, какие-то еще даже, может, алкоголь употреблять, да, и прочее. То есть, это нормально в современном мире. Люди, отравленные этим пониманием, алкоголизмом и так далее, рекламой, пропагандой, это реалия жизни. Вот. Но если вы употребляете алкоголь, то есть не ставьте на себе крест, типа, нет, я не высокодуховный человек, потому что я употребляю алкоголь. Это не делает вас невысокодуховным человеком, если вы честны с собой. То есть, если вы честно признаете, я слаб, я ищу причины, что я компенсирую этим, да, вот. Либо, в общем, эту тему сейчас мы не будем тоже обсуждать, хотя она достаточно важная, интересная, про это все относится нас к честности как раз. Так вот, правильная работа с животом, она нивелирует эти какие-то недостатки, какие-то недочеты, какие-то недоработки в плане питания, дисциплины и так далее. То есть, и затем, работая с животом, это будет повышать ваш уровень, повышать ваш ресурс, и со временем вы сможете, очень многое что произойдет, на самом деле, в том числе и отказ от алкоголя, скорее всего, произойдет, потому что вам будет уже просто стрёмно выбрасывать на помойку столько вложенной силы в себя. Или вам не захочется уже есть какую-то дрянь, потому что, по той же самой причине. Вы столько вложили энергии, столько внимания в себя, такие преобразования достигли, чтобы просто это забить, там, я не знаю, на ночь какой-то пиццей или чипсами. Зачем? Какой смысл тогда? Но на начальном этапе это нормально. Или когда это как исключение из правил. То есть я могу спокойно позволить себе съесть пачку чипсов раз в год или там раз в несколько лет. То есть у меня нет такого страха, я там поел чипсы, все, я ужасный человек или какой-то не целитель или не духовный человек.
Да я могу что угодно, я вон деготь могу попить, да, это яд пострашнее любого алкоголя и так далее. Там серьезнейшие фенолы и различные ядовитые вещества. Организм справится, сильный организм. Вот. И это основа. Дальше, то есть на это накладываются уже работы с нервной системой более такие прицельные. Это закаливание, то есть когда, если вы можете начать закаливаться, закаливайтесь. Начните с малого, просто немножко обливаться, даже по грудь обливаться или даже по пояс обливаться по утрам или в какое-то время дня, может быть, вечером, холодненькой водичкой, да, и хорошенечко растираться полотенцем. То есть ножки, чтобы горели, прямо вот ноги, стопы горели до красна. Прекрасно будет, то есть воздействие на тепловые и механические рецепторы, и на холодовые рецепторы. Это будет развивать вашу нервную систему, сохраняя вот этот баланс восстановления нервной системы, то есть не просаживаться. То есть я не говорю о том, что если я могу 20 минут в ледяной воде сидеть, что каждый должен залезть и сидеть в ней. Незачем. Это может вообще так пробить вашу нервную систему, что, ну, вплоть до заболевания, да, какого-то, ну, я имею в виду, то есть вытащит какую-то болезнь изнутри. Это, конечно, все будет хорошо и полезно, но вы к ней не готовы к этому процессу, то есть вы внутренне не готовы к вот этому, ну, скачку, да, энергетическому. Зачем? То есть надо идти в рамках ресурса своей нервной системы, а он постепенно повышается. Потом начали обливаться по грудь, потом начали обливаться с головой, потом начали принимать холодный душ, растерлись хорошенечко до красна тело вообще, чтобы горело, стопы разожгли, да. Потом можете нырять, потом, если у вас есть возможность, ходите по росе, умывайтесь росой по утрам. Это вообще прекрасная история. Босиком ходить и так далее. Важный этап – это сейчас, хочется добавить, это гипоксические тренировки. То есть, понятно, ну, у меня дыхание уже многие годы достаточно медленное, плавное, задержки у меня – это норма жизни. Я не делаю это специальную отдельную практику. То есть я дышу 2-3 раза в минуту, да, то есть в норме я обычно сижу или лежу. То есть я достаточно… То есть делаю задержки всегда. Я вдох, я не спешу выдыхать, да, я делаю выдох, не спешу вдыхать. Это всегда так, достаточно длинные эти процессы. Вот. Но на начальном этапе, то есть надо себя преодолевать в каких-то моментах и тренировать. Вот тренировки Вима Хофа потрясающая вещь. Сейчас они настолько доступны, и это замечательная вообще практика. Абсолютно рекомендую всем. Да, если кто попродвинуть, и рекомендую также тренировки, но мы об этом как-нибудь поговорим отдельно. Гипоксические тренировки, то есть это в маске, это нужно давать понимать ресурс своего организма, ресурс своего сердца, состояние сердца. Ну, короче, нюансов всегда очень много. Это к первому пункту видения природы, что если ты чего-то не видишь, а делаешь глупость, да, то есть, скорее всего, это приведет тебя к конфликту, и опираться нужно на результаты. Если мой результат все лучше, значит, я иду правильно. Если я убеждаю себя, что я делаю правильно, а результатов нет или они плохие, значит, я делаю что-то неправильно. И это вот первое, на что мы должны смотреть всегда. Так вот, значит, закаливание, гипоксия, да, то есть это вот дыхательные практики, задержки дыхания, Вим Хоф. Вот, все это прекрасно, нужно. Но одно из важнейших, более важных даже, чем на этом этапе, чем то же самое закаливание или там дыхательные практики, это работа с эмоциональным планом. Здесь надо обязательно почитать какие-то книги, посмотреть видео, мое видео Антона Махновского, книжки почитать. Вот я сейчас рекомендую это Симонова «Физиология эмоций». Потрясающая книга вообще из исследований эмоций 66-го, 60-х, 70-х годов. Вот такая вещь, то есть из Советского Союза. Вот, то есть работа с эмоциями, работа с менталом. Это все будет постепенно идти. То есть не спешите все засунуть сразу в свою жизнь. Но база – работа с животом, время приема пищи и контроль эмоций. Начните хотя бы с того, чтобы начать задавать себе вопрос, что я сейчас чувствую. Вот. И это база. Ну, главное, что я вот в этом алгоритме хотел сказать, что не вините себя за то, что вы там не можете сделать все сразу, да. Это как с вождением автомобиля, с любой вообще практикой, которая на начальном этапе кажется невозможной. Ты садишься за руль впервые в жизни, да, ты думаешь, как можно вообще смотреть в зеркала, это же невозможно. То есть нет вообще, это в принципе нет таких навыков. Постепенно вы ездите на машине, для вас становится нормой постоянно видеть бока своей машины, да, правый, левый бок. Сзади, что происходит в машине. То есть вы полностью на 360 контролируете свой автомобиль.
То же самое здесь. То есть не спешите, что все сразу будет для вас легко, как будто это само собой разумеющееся. Хотя оно будет таким, поверьте мне. То есть это настолько легко и гармонично. Там съесть антипаразитарку утром, какие-то я закидываю, там кору осины, там вот эти в таблетках сжатых, там полынь, там все. И кору осины туда же, водички немножко попил, да. Вот. Поработал животом, немножко где-то встроил там в процесс вот остеокинезис, выстраивание каких-то осей. Это все постепенно будет встраиваться в вашу жизнь. Но начните с малого. Просто работа животом как средство познания себя, как средство взаимодействия с собой. Честно, абсолютно бескомпромиссное. Почему? Потому что ваше тело, вы себя можете обманывать сколько угодно. Ваше тело никогда не врет. Если здесь больно, это и есть ваше реальное, честное состояние. Если вот здесь больно, вы говорите, нет, это от того, что мне он давит сильно, кожа мне больно, здесь что-то волосы, мне просто неприятно. Своей болью ты его защищаешь. Ну, вы просто себя обманываете, и все. Вы рабом являетесь своего ума, не более того. Он вами вот так вот манипулирует, как хочет. Я тебя защищаю, но я же тобой управляю. Если я говорю тебе что-то сделать, ты подчиняешься. Если я говорю, что тебе страшно, тебе страшно. Вот так вот. Будешь ты, Васек, делать все, что я говорю, говорит вам ваш ум. А если вы готовы это преодолеть, сказать, так, ладно, я слышу тебя, понятно, тебе что-то не нравится, но я пойду глубже, я разберусь, что за этой болью, да? Я больше тебе не подчиняюсь. Я сам буду тобой управлять. Тогда вы придете обязательно к ответам. И вот эта практика работы с животом, она станет вашей путеводной такой ниточкой, соединяющейся, ну, как бы движением, по сути, на самый верх, к Богу, пониманию себя, пониманию смыслов себя, пониманию смыслов того, кто вы есть, почему вы здесь, для чего вы здесь. Вот. То есть у нас идет формирование тела, затем мы формируем эмоциональное поле, эмоционально чувствительное умение с этим взаимодействовать, разбираться, понимать, что, почему, зачем и как с этим быть. Затем у нас ментальное поле, да, какие у нас есть мысли, убеждения, конструкции, ценности, мотивы, откуда вообще у меня все вот эти вот желания и проблемы, эмоциональные конфликты. Вот. И затем уже, конечно, это более высокие вещи, то есть предназначение, проявление себя, проживание уже своей жизни, которая соответствует самому себе. И поэтому не спешите, не корите себя, проживайте честно свои эмоции, продолжайте работать с самим собой, не бойтесь боли, уважайте себя, чувствуйте достоинство вот этой внутренней структуры, связанной с Богом. То есть она неотрывна. Никто вас не наказывает здесь, никто вас не унижает, кроме вас самих. То есть мы все являемся причиной того, что мы видим. В том числе в глобальном плане. Все, что нас не устраивает, это создали мы или позволили этому быть. Поэтому наша задача сконцентрировать внимание на себе, преобразовывать себя, преобразовываться. И именно через это мы делаем выбор и начинаем менять окружающий мир. Вот на этой ноте я и закончу это видео. Благодарю вас за внимание. До новых встреч.